Как известно, синих человечков в мире хватает, особенно в новогодние праздники. А вот с зелеными все всегда сложнее. Их то видят, то не видят, то потом долго спорят, кто именно что видит. А мы возвращаемся в очень странные дела. Итак, в январе этого года управление Аэро при Министерстве обороны США выпустило развернутый отчет по этому наблюдению. Документ сразу привлек внимание специалистов по одной простой причине. В нем не было привычного финального абзаца с версией. Вместо этого показания пилотов, данные корабельных и авиационных радаров, записи инфракрасных сенсоров и сухой вывод. Происхождение объекта установить не удалось. Событие происходило во время ночных полетов палубной авиации ВМС США. Авианосно-ударная группа находилась в штатном режиме работы, без учений и без испытаний экспериментальной техники. Полеты выполнялись с борта авианосца Теодор Рузвельт, который в отчете указан как платформа запуска. Это не второстепенная деталь. Авианосная группа – одна из самых насыщенных системами наблюдения структур в современном флоте. Здесь одновременно работают корабельные радары, авиационные сенсоры, системы сопровождения целей и визуальный контроль экипажей. Первое обнаружение не выглядело необычным. На экранах радаров появлялась воздушная цель на высоте около 9 километров, эшелон, на котором регулярно находятся самолеты. Скорость не выходила за рамки привычных значений. Отсутствие опознавательных сигналов само по себе не редкость над океаном. Но почти сразу поведение цели перестало соответствовать стандартной картинке. Объект был зафиксирован сразу несколькими системами. Его сопровождали радары. Его видели инфракрасные камеры. Его наблюдали пилоты визуально. Это совпадение позже станет ключевым моментом всего анализа. Ни один прибор и не один человек, а несколько независимых источников информации зафиксировали одно и то же событие. По визуальному описанию пилотов объект выглядел как светящееся тело без крыльев, без хвостового оперения и без видимых элементов конструкции. Он не оставлял выхлопа, не демонстрировал тепловой след, характерный для реактивных или ракетных двигателей. Визуально он не напоминал ни самолет, ни вертолет, ни Санту с упряжкой оленей. Абсолютно никакие известные типы беспилотников. Затем произошло то, что и стало центральным эпизодом всего отчета. Радар авианосной группы зафиксировал резкое изменение высоты. Цель, находившаяся на уровне около 9 километров, практически мгновенно оказалась вблизи поверхности океана. В документе подчеркивается, речь идет о временном интервале менее 1 секунды. В пересчете на кинематику это означает вертикальное перемещение порядка 9 км в секунду, то есть около 32 тысяч км в час. Это настолько невероятная скорость, что для человека такая динамика не означает даже перегрузку. Перегрузку здесь испытывает лишь идея, что внутри этого движения вообще может оставаться человек. Тело не ломается и не разрушается поэтапно, оно просто перестает быть телом, минуя стадии боли, паники и осознания. Мозг не успевает сформировать мысль, сердце сделать лишний удар, а скелет вспомнить, что у него есть назначение. Надеюсь, это был не Питер Пен, ведь тогда он был равномерно распределен по траектории движения. Да, как вы поняли, для авиации это критический момент. Даже самые маневренные летательные аппараты не способны изменить высоту на километры за столь короткое время без экстремальных перегрузок и без заметной траектории ускорения. Здесь же радары не зафиксировали ни плавного снижения, ни характерного разгона. Трасса цели сохранилась, но координаты изменились скачком. Один из пилотов позже описал этот момент предельно просто. Объект не ускорялся, он просто оказался в другом месте. Эта формулировка вошла в официальный отчет без редакторских правок, но точно передает суть наблюдаемого эффекта – отсутствие непрерывного движения. Инфракрасные данные добавляют еще и один важный слой информации. Инфракрасные камеры фиксируют тепловое излучение.
Любой аппарат с двигателем реактивным, турбовентиляторным или ракетным имеет характерную тепловую сигнатуру. Даже электрические системы оставляют заметный след. В данном случае инфракрасные сенсоры не зафиксировали интенсивного источника тепла, соответствующего известным типам двигателей. Объект был виден в инфракрасном диапазоне, но не как горячая точка с выраженным профилем. Это не означает, что он был холодным, но означает, что он не вел себя как аппарат с традиционной энергетической установкой. Особенно важно, что в момент резкого изменения высоты не было зарегистрировано теплового импульса, который неизбежно сопровождал бы маневр с ускорением. Когда же объект приблизился к поверхности океана, возник еще один вопрос. Не было зафиксировано ни всплеска, ни облака пара, ни теплового следа от контакта с водой. Для любого известного летательного аппарата или падающего объекта это крайне необычно. Даже обломки, падающие с высоты, оставляют заметную сигнатуру. Контекст обстановки был проанализирован отдельно. В районе наблюдения не проводились военные учения, не выполнялись испытания экспериментальной техники, воздушное пространство не было закрыто заранее. Гражданские и военные борта получили предупреждение об аномальной активности уже после инцидента, а не до него. Дополнительный вес события придали независимые сообщения от коммерческих пилотов, находившихся в том же секторе. Они сообщили диспетчерам о наблюдении светящихся объектов. Эти свидетельства не совсем совпадали в деталях, но сходились в главном. Они не были синхронизированы и поступали по разным каналам, что снижает вероятность координированной ошибки. После сбора всех данных аналитики начали стандартный процесс исключения версий. Первое и самое очевидное – дрон. В последние годы именно беспилотники стали универсальным объяснением для большинства странных наблюдений. Но в данном случае версия плохо сходилась сразу по нескольким параметрам. Ни один известный дрон не способен изменить высоту на километры за доли секунды без непрерывной траектории движения. Ни один дрон не делает этого без заметной тепловой сигнатуры. И ни один дрон не должен находиться в зоне ответственности авианосной группы без согласования. В отчете подчеркивается, разрешенных полетов беспилотников в этом районе не было. Следующая версия – атмосферные явления. Сюда относят редкие плазменные разряды, отражения, температурные инверсии, пыльцофеи и другие эффекты, которые могут выглядеть необычно, особенно ночью. Однако атмосфера не создает устойчивые объекты, которые одновременно фиксируются радарами, инфракрасными сенсорами и визуально, да еще и демонстрируют согласованное поведение во времени. Версия сбоя сенсоров тоже была рассмотрена. Один радар может ошибиться, одна камера может дать артефакт, но в этом случае данные поступали сразу с нескольких независимых систем, работающих в разных диапазонах и по разным физическим принципам. Вероятность того, что все они одновременно дали согласованную ложную картину, ничтожно мала. Остается версия секретных разработок. Она всегда возникает в таких случаях и всегда требует осторожности. Но и здесь есть ограничения. Испытания экспериментальных аппаратов не проводят в зоне активной работы авианосных групп без уведомления. Это опасно и противоречит процедурам. К тому же даже экспериментальная техника подчиняется физическим законам и должна оставлять наблюдаемые следы работы двигателей и систем управления. В итоге в отчете не предлагается альтернативная интерпретация. Это может выглядеть непривычно для широкой публики, но для аналитического документа это нормальный результат. Если версия не проходит по данным, ее не фиксируют, ну или что тут таить, ее просто игнорируют. Таким образом, анализ останавливается не на ответе, а на границе знания. Объект был зафиксирован, его поведение описано, его характеристики не укладываются в известные категории, и на этом этапе, как правило, данных недостаточно для дальнейших выводов. Этот случай важен не как загадка, а как индикатор изменений.
Современные системы наблюдения стали достаточно чувствительными и комплексными, чтобы фиксировать явления, которые раньше либо не замечались, либо распадались на несвязанные фрагменты. Сегодня радары, инфракрасные камеры и визуальные наблюдения объединяются в единую временную линию. И именно эта согласованность иногда приводит не к ответам, а к новым вопросам. Отчет этого года примечателен еще и языком. В нем нет намеков на угрозу, которую нужно завершить за 24 часа. Нет предположений о намерениях объекта, актах насилия или хранении чего-то опасного. Он описывается как факт наблюдения, а не как событие, требующее немедленной реакции. Это редкий пример того, как военная структура допускает публичное признание неопределенности. Можно рассматривать этот инцидент как единичный, можно считать его статической аномалией, но именно такие случаи и формируют границы нашего понимания. Не те, где все понятно, а те, где данные есть, а объяснения пока нет. Именно поэтому этот эпизод не стал громкой сенсацией, он не породил волну заголовков, но он стал маркером сдвига. Сдвига от попыток закрыть тему удобной версией к аккуратному признанию того, что некоторые наблюдения пока что остаются вне классификации.